Масштабный авиационный удар, уничтожение подземного военного склада, чрезвычайная ситуация в центре страны, а еще срочное обращение Минобороны к народу. Удар для столицы, убита охрана президента. Трамп берет Венесуэлу, в Украине растет тревога. Почему военный удар Вашингтона по Мадуро стал тревожным сигналом для Банковой и шоком для России и Китая? Как в Москве и Пекине воспринимают президента Штатов? Глобальным арбитром или региональным силовиком? Детали. Захват российской техники и военных технологий. К чему дотянутся США после захода в Венесуэлу? Реалистичный и трезвый парень. Американские чиновники хвалят Буданова, нового главу Офиса президента Украины, и считают адекватным для переговоров с Россией. В чем суть? Запуск баллистики союзникам Кремля, кто напал на жителей Берлина, теракт в Киеве и кому из известных людей в этом году сулят гибель. Об этом и не только, досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Поддержите прямо сейчас лайком, комментарием и репостом, а я начинаю. Дроны на Москву и не только. Из-за массированной атаки ударных беспилотников в московских аэропортах в воскресенье 4 января произошел коллапс. Задержали более 100 рейсов, а некоторые вообще отменили. Как сообщают власти столицы России, на подлете к городу удалось сбить более 40 БПЛА. В целом же в военном ведомстве РФ заявили, что Россия сбила 250 БПЛА. Мониторинговые каналы при этом также сообщали об ударе по городу Елец Липецкой области. Громкие взрывы слышны в районе предприятия «Энергия», которое производит аккумуляторы и батареи для различных видов российского вооружения. Уже к вечеру воскресенья в России заявляют, за неделю Украина выпустила 1500 дронов. Начинается то, что анонсировали еще с конца декабря. Удар Москвы по Киеву и другим городам Украины. Первыми полетели БПЛА. Уже за полночь Россия подняла более 10 самолетов стратегической авиации. Ту-95 и Ту-160. Мониторинговые каналы предупредили и о взлете до 10 МиГов-31К, носителей кинжалов для гиперзвукового удара. На прошлой неделе Зеленский, комментируя заявление Кремля об атаке на резиденцию Путина на Валдае, заявлял, что целью может стать правительственный квартал столицы и не только. Российская сторона заявляла об ответном ударе. На момент выхода выпуска это и вся информация. О последствиях в течение дня расскажу в коротком видео. США нельзя ни осудить, ни поддержать за действия в Венесуэле. Ситуация намного сложнее. В этом уверены в Совете Европы. Генеральный секретарь Ален Берсе выступил с жестким заявлением, подчеркнув, что происходящее нельзя рассматривать как простой выбор между осуждением и поддержкой. По его словам, события в Венесуэле указывают на опасный сдвиг в мировом порядке, при котором применение силы становится нормой, а международное право – инструментом давления. Берсе напомнил, что любое использование военной силы на территории другого государства поднимает серьезные вопросы с точки зрения международного права и принципов Устава ООН. Генсек Совета Европы также считает, что международное право либо является универсальным, либо теряет смысл, а мир, основанный на двойных стандартах, становится более опасным. Переход власти Венесуэлы должен быть мирным, демократическим и уважать волю венесуэльского народа. Демократия может восторжествовать только в том случае, если она будет возвращена самими венесуэльцами, через инклюзивный политический процесс, заслуживающие доверия выборы и восстановление демократических институтов, пользующихся общественным доверием. Трамп берет Венесуэлу, а в Украине растет тревога. Российско-украинская война может отойти на второй план для Белого дома. Военный удар США по Мадуро стал тревожным сигналом для Банковой. Об этом пишет издание Berliner Zeitung. В публикации говорится, операция Вашингтона хоть и ослабляет глобальные позиции России, но в Киеве растет разочарование. Формально повод для радости есть. Венесуэла считается одним из ближайших союзников Москвы, а ее ослабление подчеркивает, насколько ограничены сегодня возможности Кремля, считают авторы материала. В то же время захват президента Николаса Мадуро и демонстрационная операция США воспринимаются не как победа Запада, а как опасный прецедент. Означает ли опыт действий США в Венесуэле, что у Вашингтона больше нет интереса к завершению войны в Украине, как опасаются многие, сказать сложно. От консервативных голосов в США действительно звучит аргумент: зачем быстро завершать конфликт, если он так ослабляет Россию? В Украине уже анонсировали новый дипломатический этап, который начнется с 5 января. На повестке переговоры. Западная пресса параллельно пишет, что возглавивший офис Зеленского Буданов – один из самых реалистичных и трезвых парней. Это цитата из Вашингтон-Пост, когда с ним говорят и обсуждают то, как должна закончиться война. Американские чиновники уверяют, что он отличается от Ермака, который на переговорах думал о себе и о Зеленском, а не о том, как будет лучше для Украины, говорится в публикации. Бывший высокопоставленный чиновник администрации Трампа, занимавшийся вопросами России и Украины, заявил, что Буданов является удачным выбором, поскольку пользуется уважением как среди политических назначенцев, так и среди карьерных сотрудников правительства США.
Несмотря на репутацию жесткого и агрессивного политика, Буданов, по словам того же источника, сыграл тихую, но важную роль в мирных переговорах в начале 2025 года. Авторы материала также пишут о том, о чем на прошлой неделе заговорили в Киеве аналитики и политологи. Назначение Буданова на пост главы Офиса президента может быть первым шагом Зеленского к проекту «Преемник» с некоторыми личными гарантиями. Либо же у Зеленского другой план – сжечь своего самого перспективного конкурента на предстоящих выборах, пишут СМИ. А что вы думаете, будет ли баллотироваться Зеленский, кто бы мог стать следующим президентом страны? Есть ли достойные кандидаты? Зрители из Украины, за кого бы вы отдали свои голоса? Согласны ли с теми опросами, которые сейчас активно публикуют разные социологические группы? Я имею в виду, что победу сулят либо Буданову, либо Залужному. Захват Мадуро – демонстрация силы или опасной слабости? Молниеносная операция США по аресту президента Венесуэлы стала шоком для его главных союзников – России и Китая, пишет The Telegraph. В Москве и Пекине это воспринимают двояко и как предупреждение, и как повод для сомнений. С одной стороны, США с неожиданной легкостью отсекли ключевого союзника России и Китая в Южной Америке. Захват президента и его вывоз в США стал сигналом. Вашингтон готов к жестким действиям в своем полушарии, пишет издание, акцентируя внимание на том, что ни один авторитарный лидер не может не видеть в этом личную угрозу. С другой стороны, по мнению авторов, в Кремле и Пекине все громче звучит альтернативное прочтение вторжения США. Трамп действует как региональный силовик, а не глобальный арбитр. Он бьет по слабым целям у себя на заднем дворе, но избегает прямого столкновения с равными соперниками, говорится в материале. В Москве и Пекине наверняка найдутся те, кто сочтет операцию в Каракасе еще одним доказательством того, что Трамп куда больше заинтересован в демонстрации силы на региональном уровне, чем на глобальном, иными словами, что он хулиган на заднем дворе, но трус на мировой сцене. США готовы бить дальше. Штаты не считают, что находятся в состоянии войны с Венесуэлой, но прямо заявляют, удары и силовые операции продолжатся, если будут затронуты американские интересы. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, силы США будут и дальше изымать нефтяные суда по санкционным ордерам, наносить удары по судам, связанным с наркотрафиком, пресекать деятельность картелей и блокировать присутствие Ирана, России, Китая и Хезболлы в западном полушарии. Вашингтон называет захват Мадуро правоохранительной операцией, а не вторжением. Рубио при этом признался, что сейчас он активно участвует в правлении Венесуэлой, однако власть по сути принадлежит силам, оставшимся в Каракасе, а Вашингтон оказывает лишь давление. Если нынешние власти делают то, что нужно Вашингтону, американских войск на земле не будет. Да, очевидно, я очень активно в этом участвую. Конечно, я думаю, всем известно, что я довольно глубоко вовлечен в политику в этом полушарии. Очевидно, как государственный секретарь и советник по национальной безопасности, я очень активно участвую во всех этих аспектах. Министерство войны играет здесь очень важную роль, как и, например, Министерство юстиции, потому что именно они должны обращаться в суд. Так что это командная работа всего аппарата национальной безопасности нашей страны. Срочное обращение Минобороны Венесуэлы к народу. Каракас считает потери. По данным Нью-Йорк Таймс, во время удара по столице и спецоперации по похищению Мадуро была убита охрана президента. В целом же погибших может быть около 80 человек. Министр обороны называет действия Трампа трусливым похищением. Боливарианские национальные вооруженные силы решительно отвергают трусливое похищение гражданина Николаса Мадуро, конституционного президента Республики Венесуэла, нашего главнокомандующего, а также его супруги, первой леди, доктора Силии Флорес де Мадуро. Этот акт был совершенный в субботу, 3 января текущего года, после хладнокровного убийства значительной части его команды безопасности, солдат и невинных гражданских лиц. Такое стремительное вторжение и арест Мадуро означает еще и захват российской военной техники, пишет издание Defense Express. В публикации говорится, если США удастся привести к власти Венесуэле новое, лояльное им руководство, это будет означать, что американские специалисты получат доступ ко всему вооружению венесуэльских вооруженных сил, включая то, которое было поставлено из России. США получат военные технологии ЗРК С-300ВМ, БУК-М2 и «Панцирь», доступ к истребителям Су-30 МКВ и к другим образцам оружия. Это и дроны, и бронетехника, и вертолеты. Однако помимо этих потенциально интересных для США образцов вооружения новому правительству Венесуэлы придется решать вопрос замены другого российского вооружения на американское. В Вашингтоне, безусловно, будут заинтересованы в разоружении одних из самых мощных вооруженных сил Южной Америки, а также в том, чтобы заставить Каракас перейти на американское вооружение.
Кому война, а кому мать родна. Высокие продажи и невероятный спрос. Охота за спортивным костюмом, как у Мадуро, началась. После того, как Трамп опубликовал в True Social вот этот снимок, где Мадуро в очках, наручниках и сером спортивном костюме, продажи известного бренда спортивной одежды буквально взлетели. Пользователи интернета выяснили, что купить костюм, как у Мадуро, не так уж и просто. Спортивные костюмы Nike Tech Fleece в настоящее время доступны на официальном сайте бренда и у некоторых розничных партнеров. Цена комплекта около $260. В США, пишут СМИ, весь запас спортивного костюма, в котором был задержан Мадуро, распродали менее чем за сутки. Ким Чен Ын осудил гегемонистские действия США в отношении Венесуэлы. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел КНДР. Американские удары по Венесуэле Пхеньян считает самым серьезным нарушением суверенитета и устава ООН. В заявлении МИД Северной Кореи говорится, что вмешательство Вашингтона, далее цитата, является очередным примером, позволяющим еще раз ясно подтвердить дурную и зверскую сущность США, свидетелем чего до сих пор долгое время неоднократно становилось и международное сообщество. Конец цитаты. Параллельно с осуждением США Северная Корея совершила баллистический удар. Ракеты полетели в море между Южной Кореей и Японией. Это может быть сигналом для Си Цзиньпина, который в эти дни принимает президента Южной Кореи Ли Дже Мён, сообщают южнокорейские СМИ. По данным Сеула, ракеты из КНДР пролетели около 900 километров и упали в воды Восточного моря. Это первое испытание оружия Пхеньяна в этом году. В связи с этим армия Южной Кореи в состоянии полной боевой готовности. Наши вооруженные силы сохраняют высокий уровень боевой готовности и тесно обмениваются информацией о баллистических ракетах Северной Кореи, США и Японии на фоне усиленного наблюдения за возможными дополнительными ракетными стрельбами, говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи. Теракт в столице Украины. Накануне в одном из спальных районов Киева взорвался автомобиль после того, как водитель, военный ВСУ, открыл багажник машины. В Киевской прокуратуре сообщили, что военнослужащий получил осколочные ранения. Женщина, которая стояла недалеко от него, не пострадала. Имя пострадавшего военного не раскрывается. Прокуратура квалифицировала произошедшее как теракт и опубликовала снимки с места взрыва. На фото видно изрешеченный джип. Также под удар попали и рядом припаркованные автомобили. Чрезвычайная ситуация объявлена в столице. Такого не ожидали. Берлин переходит к спецрежиму. С 5 января отменены занятия в некоторых школах немецкой столицы. Такое решение экстренно приняли власти города после того, как несколько районов на юго-западе Берлина остались без электричества из-за поджога кабелей. После ЧП на Берлинской ТЭЦ прошло уже больше 2 суток, но подачу электричества удалось восстановить только для 10 тысяч домохозяйств и 150 предприятий. До сих пор без света и отопления десятки тысяч людей и около 2000 коммерческих организаций. Компания-поставщик энергии обещает полностью вернуть электроснабжение к 8 января. Ситуацию в Берлине усугубляют погодные условия. Сенатор по внутренним делам Берлина Ирис Шпрангер объяснила, зачем в столице Германии ввели режим ЧС. Это означает, что объявление такого режима облегчает привлечение сторонних сил. Вспомогательные подразделения, например, Бундесвер, федеральная полиция и гуманитарные организации, могут быть задействованы проще и быстрее, чтобы оперативно и максимально эффективно помочь пострадавшим. Ответственность за саботаж взяла крайне левая экстремистская группировка «Вулкан», действующая с 2011 года. В опубликованном манифесте радикалы заявили, что поджог – это акт самообороны и протест против ископаемой энергетики и расширения использования искусственного интеллекта. Издание «Тагесшпигель» со ссылкой на немецкую полицию сообщает, что это обращение подлинное. Власти ведут расследование в усиленном режиме. По словам сенатора по экономике Франциски Гиффай, преступление было совершено умышленно с применением зажигательных устройств. Речь идет однозначно о преднамеренном действии, заявила Гиффай в воскресенье в столице. Тем временем многие немцы, пострадавшие от блэкаута, приходят на ночевку в огромный спортзал, в котором дежурят экстренные службы. Как всем известно, у нас нет электричества субботы. Нет, наверное, с пятницы, я так думаю. И я должна сказать, что это действительно затрагивает меня на экзистенциальном уровне. Теперь вы понимаете, я вот-вот заплачу, как это для бедных украинцев. Ты испытываешь это на себе, учишься на собственном опыте. А когда ты одинокий человек, справляться с этим особенно трудно. Авиационный удар. Истребители стран-членов НАТО открыли огонь. Уничтожен подземный склад оружия. Британия и Франция совершили дерзкую атаку. Цель – схрон, который ранее использовали боевики ИГИЛ. В Лондоне подтвердили, удар нанесли истребители «Тайфун» королевских ВВС, действовавшие в связке с французской авиацией. По заявлению Лондона, район был проверен и признан свободным от мирных жителей. Все самолеты вернулись на базы без потерь. Глава Минобороны Великобритании Джон Хилли назвал удар демонстрацией лидерства и решимости НАТО.
Альянс готов плечом к плечу пресекать любые попытки возрождения ИГИЛ и его идеологии. Выживание вместо переселения. В России поставили на паузу программу расселения из аварийного жилья. Об этом рассказал депутат Госдумы Гурулев. По его словам, программа приостановлена из-за сумасшедшей нехватки денег. Все госсредства уходят на войну против Украины. Россиянам, живущим в ветхих домах, говорит депутат, придется подождать до окончания войны. В очереди на выселение из аварийных квартир почти 350 тысяч россиян. В конце прошлого года, пишет издание The Moscow Times, Минстрой РФ отчитывался о переселении за последние 5 лет. В 12 российских регионах программа провалилась из-за дефицита средств и резкого подорожания недвижимости. Критическая ситуация в Забайкальском крае России, отмечает Гурулев. По аварийному жилью. Ну давайте я вам откровенно скажу, что сегодня бюджет края он просто не тащит. У нас дефицит бюджета сумасшедший. Мы там говорим, что у нас все хорошо, там куча доходов. А дефицит-то сколько, посмотрите. Это становится предельно понятно, что денег элементарно не хватает. И напоследок интересный прогноз. Гибель известной политической фигуры в 2026 году. Издание «Нью-Йорк Пост» внезапно проанализировало прогнозы Нострадамуса, астролога 16 века, который предсказал приход к власти Гитлера, теракт в США 11 сентября и многое другое. Так, в пророчествах Нострадамуса упоминается, что в этом году, далее цитата, «великий человек будет сражен ударом молнии средь бела дня». Эти слова можно интерпретировать как убийство известной мужской фигуры или, возможно, политический переворот в государстве, предполагает издание. Также «Нью-Йорк Пост» упоминает и прогноз о смертельной войне с участием кораблей. Возможно, речь идет о конфликте с участием Китая, который выдвинул спорные претензии на обширные акватории у своего южного побережья. Друзья, что думаете о таких прогнозах и пророчествах? Кому верите? Вижу, что многие из вас в эти дни вспоминали прогнозы Жириновского. Пишите свои ответы также под этим видео. Ну и я говорю вам всем спасибо за просмотр, хорошего дня. Не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.